Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень простой в приготовлении и при этом необычайно вкусный воздушный тортик. На мягком шоколадном корже расположился нежный сливочный мусс. Этот десерт понравится даже тем, кто не на ПП. Нам понадобится 55 грамм муки. Я использую муку зеленой гречки, но можно выбрать и другую цельнозерновую муку. Добавляем 20 грамм какао, подсластитель, 8 грамм разрыхлителя и 1 грамм соли. Тщательно перемешиваем все сухие ингредиенты до однородности. Также нам понадобится одно яйцо. Добавляем 220 грамм натурального йогурта, можно использовать греческий, и 15 грамм масла, у меня кокосовое. Если вы добавляете масло, которое застывает в холодильнике, убедитесь, что остальные ингредиенты комнатной температуры, иначе масло застынет. Смешиваем жидкие ингредиенты венчиком. Перекладываем к ним сухие ингредиенты. Тоже перемешиваем венчиком. Получается полужидкое тесто. Я буду выпекать в квадратной форме со стороной 16 см с дном из фольги. Внутри проложен лист пекарской бумаги. Перекладываем тесто в форму и отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 30 минут. Готовность коржа проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти сухой. Когда корж остынет, снимаем фольгу, пекарскую бумагу и прорезаем ножом вдоль бортика, чтобы вынуть корж. Кстати, можно еще упростить рецепт и собирать торт сразу в этой форме, не вынимая корж. Срезаем выпуклую верхушку. Получается мягкий шоколадный корж. Собирать торт я буду в той же квадратной форме. Внутрь выкладываю ацетатную ленту для удобства извлечения. На дно кладу корж. И отправляю эту конструкцию в холодильник до готовности крема. Для воздушного крема нам понадобится 250 грамм сливок жирностью не менее 30%. Добавляем 250 грамм рикотты. Предварительно слейте с нее лишнюю жидкость, если она была. Эти ингредиенты для крема должны быть холодными, только из холодильника. 15 грамм какао и подсластитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты блендером до однородности. Получается вот такой гладкий крем. Чтобы он стал воздушным, взбиваем его с помощью насадки венчик. С таким небольшим количеством справится даже простой ручной миксер. Взбиваем до того момента, когда крем становится матовым, воздушным и устойчивым. И сразу прекращаем взбивание. Вот такой мягкий и воздушный он должен быть. Перекладываем крем в форму с коржом. Разравниваем. И отправляем в холодильник до готовности глазури. Для глазури нам понадобится 50 грамм горького шоколада без сахара. Заливаем его 70 граммами достаточно горячего, но не кипящего молока. Температура молока 60-80 градусов Цельсия. Тщательно размешиваем до однородности. Шоколад быстро тает, но чтобы растворились все крупинки, нужно работать очень активно. Или можно воспользоваться блендером. Кстати, вместо молока здесь можно использовать и какой-нибудь сок. Например, апельсиновый, абрикосовый или малиновый очень вкусно сочетаются с шоколадом. Вот такая гладкая однородная глазурь должна получиться. Когда глазурь достигла комнатной температуры, выливаем ее на поверхность тортика. И аккуратно переносим в холодильник как минимум на 3 часа, а лучше на ночь. Когда торт настоялся, снимаем с него форму, ацетатную ленту и можно наслаждаться. Давайте его разрежем.
Очень простой в приготовлении и при этом необычайно вкусный воздушный тортик. На мягком шоколадном корже расположился нежный сливочный мусс. Очень воздушный и тающий во рту. А сверху мягкая, насыщенно шоколадная глазурь. Все эти слои как будто созданы друг для друга. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!